Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как наклеить виниловые обои на стену. У меня есть виниловые обои фирмы Синтра, а также хороший клей Флизелин. Моя стена выполнена из глины, поэтому я снял с нее побелку, хорошо загрунтовал, поставил маяки и по маякам заштукатурил гипсовой стартовой штукатуркой. Затем все это дело хорошо прошпаклевали финишной шпаклевкой, пошкурили и опять погрунтовали. И теперь проверим, как же будут клеиться на нее обои. Кроме клея и обоев нам еще понадобится строительный уровень, ножницы, острый нож и каток для раскатывания обоев и нанесения клея. Маяки на стенах не вынимались. Я для подстраховки эти места прокрасил краской обычной, алкидной, и они уже высохли. Потом покрыл все грунтовкой. Для начала необходимо правильно развести клей с водой. У меня этой пачки клея хватает на 5 рулонов метровых обоев или же на 9-11 литров воды. Но мне необходимо сейчас 3 литра, потому что у нас 2 рулона метровых обоев. Итак, начнем разбешивать. Для более точного измерения количества клея я воспользуюсь кухонными электронными весами. Общая масса клея 310 грамм, значит нам необходимо всего 100 грамм. И разводим эти 100 грамм в 3 литрах воды. Слегка стал как желатин через 2 минуты. Снова его размешиваем и будем им пользоваться. В первую очередь необходимо замерить высоту от пола до потолка. По ширине обоев у нас ширина метра, значит через каждый метр замерим размер и сравним, одинаковая ли высота. Помещение, в котором вы будете клеить обои, должно быть чисто. На полу должно быть все идеально. Теперь отмеряем расстояние самое большее на рулоне и делаем отметку. И отрезаем обои ножницами или острым ножом. Затем, не наклеивая обои на стену, подбираем рисунок, потому что у нас здесь корабли и нет абстракции. Мы стыковали 2 рулона. Вот видно, что здесь идут домики. Если бы это были цветочки с маленьким шагом, то мы потеряли бы меньше. А так у нас примерно сантиметров 30-40 идет отхода. Ну, другого пути нет. Отрезаем с помощью острого ножа. И обрезаем второй рулон. Строго по длине, которую мы замерили. Теперь необходимо нанести полосу, где заканчивается первый рулон, для того, чтобы на этом месте нанести клей. И наносим тонкий слой клея по этой метке. Начинаем клеить обои до клея.
оборудование можно выгонять в воздух вместо тряпки из-под обоев. Оно резиновое, гнется и обои не испортит. Эти обои немного тянутся, поэтому можно подогнать идеально стыки, слегка двигая влево или вправо обоину. Очень аккуратно пальцами поджимаем или отжимаем, в зависимости от того, есть ли нахлест или его нет. И с помощью острого ножика подрезаем в углах обои. Вот наша работа закончена, обои поклеены, швы между деревом и обоями очень аккуратно сделаны, без зазора, и обои входят под щель, которая осталась за деревом. Выключатель еще не поставил, но уже места вырезаны, осталось только подключить и поставить накладку. Вы были на канале Дело мастера Бориса, смотрели видео о том, как своими руками поклеить виниловые обои на прошпаклеванные стены. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!